Всем привет! Сегодня мы снова разбираем задачу из ВПР по математике 8 класс. Итак, условия задачи. Одно число больше другого на 22, а их произведение равно минус 120. Тут минус 120, это не тире. Найдите эти числа. Давайте разбираться. Значит, нам говорят, что есть два числа и одно число больше другого на 22. Можем обозначить одно число за x. Пусть это будет первое число. Вот это первое. А второе число сказано больше на 22. Что значит больше на? Как это показать? Правильно думаете, что это x плюс 22. Это второе число. Оно же как бы сравнивается с первым. Что еще нам сказали про эти два числа? Их произведение равно минус 120. Что значит произведение? Это умножение. Думаю, вы уже догадались, как математически мы это запишем. Мы первое число умножим на второе число. X умноженное, тут напишем в скобочках, x плюс 22, это второе число, равняется минус 120. Запишем полученное теперь у нас уравнение. И мы его записали, теперь нам осталось его только решить по действиям. Что мы будем делать? Первым действием мы раскроем скобки слева, мы умножим x на x на 22 и получим x на x это x квадрат плюс 22х равняется минус 120. Вы уже, наверное, догадались, что мы получили за уравнение. Перед нами квадратное уравнение, которое мы, конечно, без проблем сможем решить, используя дискриминант. Приведем только наше уравнение к знакомому нам стандартному виду, перенесем минус 120 в левую часть уравнения, не забыв поменять знак с минуса на плюс. Я вот так вот сотру, напишу плюс 120 равняется, а справа 0 остался. Так, вспоминаем формулу дискриминанта. d равняется b в квадрате минус 4ac. Что это за b, a и c такие? Это коэффициенты, которые у нас есть в уравнении. b это тот коэффициент, который стоит перед x. Тогда записываем. d равняется, подставляем, 22 в квадрате минус 4а. А это тот коэффициент, который стоит перед x квадратом. Вот тут вот он стоит, написан. Но он не написан, точнее, это там единичка. Мы не будем писать 4 умноженное на 1 и умноженное на c. c это вот свободный коэффициент, умноженное на 120. Равняется 22 в квадрате. Это 22 умноженное на 22. Это по таблице квадратов вы можете посмотреть. Это 484. Минус 4 умноженное на 120. Это минус 480. Итого мы получим 4. А 4 это 2 в квадрате. 2 умноженное на 2. Двоечка нам понадобится дальше. Теперь формула для нахождения вторая корней квадратного уравнения. Мы ее напишем. X равняется минус b плюс-минус корень из дискриминанта, деленное на 2а. Найдем первый корень. x1 равняется. Корней будет 2, уравнение же у нас квадратное, потому что вот тут у нас написано перед дискриминантом плюс-минус. Итак, подставляем минус b. b у нас равнялось 22, вспоминаем. И значит, так как минус b будет минус 22 плюс корень из дискриминанта, корень из 4, вот она наша двоечка, она нам сейчас понадобится, плюс 2, деленное на 2а. А это единичка, значит просто на 2. Минус 22 плюс 2
мы вычитаем из 22 двойку и пишем знак минус, будет, значит, сверху в числителе минус 20, деленное на 2, это минус 10. А х2 мы найдем, это будет в числителе также минус 22 минус 2, деленное на 2. Минус 22 и минус 2 считаем. Нам складывать нужно это и ставить знак минус. Будет минус 24, деленное на 2. Это минус 12. Вот мы нашли два корня. Теперь, пусть первое число будет х1, это минус 10. Это будет наше первое число. Второе число сказано по условию задачи больше на 22. Значит, мы прибавим к нашему первому числу 22. И найдем второе сейчас число. Это получится. Можно даже местами поменять 22 и минус 10. Это то же самое. 22 минус 10 это 12. Это наше второе число. Мы нашли первую пару чисел. Первая пара чисел получилась минус 10 и 12. Можем себя проверить. Минус 10 умноженное на 12 получится минус 120, как в условии задачи и говорилось. Произведение равно минус 120. Теперь пусть первым числом это наш корень второй будет. Минус 12 плюс 22 равняется. Также можно сказать, что это то же самое, что 22 минус 12 это 10. Мы нашли вторую пару чисел. Вторая пара чисел минус 12 и 10. Получаем ответ. Две пары чисел минус 10 и 12 и минус 12 и 10. Если вам понравился мой разбор, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это по-настоящему мотивирует меня не останавливаться и заниматься новыми, снимать новые видео с разборами задач из ВПР.